Это были восхитительные пейзажи, пышные джунгли, окруженные живописными озерами, теплые мелкие моря, которые тихо накатывают волны на берег, огромные зеленые саванны без конца и края. В воздухе, в небе, на поверхности воды силуэты каких-то невероятных существ, и везде шорохи, топот, рык, жужжание. Все поменялось в один миг. Леса вспыхнули огнем, в океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а земля затряслась, как в лихорадке. Тысячи громких криков агонии и смерти потрясли все вокруг. Примерно так, наверное, можно в двух словах описать лишь одно из массовых вымираний живых существ на нашей планете. Всего их было минимум 5, и вот-вот в полную силу может разгореться шестое. Какая сила вызвала эти катастрофы в прошлом? Давайте посвятим наше очередное путешествие поиску виновных и узнаем, что грозит вымиранию животного мира сейчас. С тех пор, как на планете появились различные животные, они постоянно развивались, менялись с течением времени. Но рано или поздно все заканчивается, и виды в какой-то момент навсегда исчезают с лица Земли. По оценкам ученых, более 99,9% живых существ, которые когда-либо жили, уже вымерли. Наша фауна практически полностью обновилась. Это касается даже очень многочисленных и, на первый взгляд, прочно укоренившихся на Земле животных. Наверное, если бы мы жили в эпоху динозавров, то никогда бы не предположили, что гигантские ящеры однажды вымрут. Миллионы лет пролетали один за другим, а динозавры только больше размножались, эволюционировали и становились разнообразнее. Так длилось более 160 миллионов лет, а затем, считай, в один момент древние ящеры прекратили свое существование. В то же время динозавры очень долго продержались на планете. Средняя продолжительность жизни вида составляет от 1 до 10 миллионов лет. Вымирание иногда происходит внезапно. Тогда, в общем-то, остальное здоровое сообщество животных полностью уничтожается. Например, токсическое загрязнение или грандиозная катастрофа может сделать всю его среду обитания непригодной для существования. Однако это один из вариантов развития событий, которые можно назвать редкостью. В основном вымирание животных происходит постепенно, иногда в течение тысяч или миллионов лет. Вид просто шаг за шагом проигрывает в борьбе за пищу более приспособленным конкурентам. Или же крах наступает спустя долгое время после катастрофы, которая становится спусковым механизмом вымирания. Наряду с этим порой палеонтологи фиксируют исчезновение сразу огромного количества видов. Это и есть массовые вымирания, которые, к счастью, являются относительно редкими событиями на Земле. В истории нашей планеты, как мы говорили, произошло 5 основных массовых вымираний. Они называются по имени периода той или иной эры развития Земли. Ордовикско-силурийское вымирание, Девонское, Пермское, Триасовое и Мелпалеогеновое. Начнем нашу экспедицию по поиску виновных в этих странных событиях с самых ранних этапов развития Земли. Первым из известных палеонтологам является Ордовикско-силурийское вымирание, которое произошло в палеозойскую эру 450-440 миллионов лет назад. В ордовикском периоде, длившемся 43 миллиона лет, ранняя жизнь на Земле начала процветать, и ее развитию способствовала окружающая среда. Климат был теплым и влажным, средняя температура держалась на отметке 16-20 градусов Цельсия. Возможно, этому способствовало большое количество углекислого газа в атмосфере. Тектоническая система планеты тоже вела себя относительно спокойно. Не было глобальных перестроек суши и моря. Тогда сушу представляли масштабный континент Гондвана, небольшие Балтика, Лаврентия и Сибирия, а также ряд микроконтинентов. На них продолжалось плавное формирование горных цепей и вулканических регионов в зонах, где литосферные плиты соприкасались друг с другом.
Практически все живые существа в те времена обитали в морях. Их разнообразие продолжало расти стремительными темпами. Ученые считают этот процесс сопоставимым со знаменитым Кембрийским взрывом развития жизни. В то время появились разнообразные головоногие моллюски, которые обладали длинными прямыми раковинами. Воды начали заселять ракоскорпионы, первые позвоночные, рыбообразные животные без челюстей. Возможно, именно в Ордовике появились и первые настоящие рыбы, хотя общепринятым все же считается возникновение их уже в следующем периоде. Но и тогда в морях уже плавали удивительные существа. В начале ордовикского периода появилась доисторическая креветка Эгирокассида, которая принадлежала к вымершему в настоящее время роду Аномалокарис. Если бы мы столкнулись с таким существом, то застыли бы от ужаса. Вы сомневаетесь, что креветка может испугать? Тогда только представьте Эгирокассиду. Это был настоящий монстр 2-метровой длины. Несмотря на грозный внешний вид, мегакреветка представляла собой вполне безобидное существо. При помощи сетчатых отростков на голове она выцеживала из морской воды планктон. Ей вполне хватало пищи в теплых Девонских морях. Эволюция Эгирокассиды пришлась на период роста видового разнообразия планктона. Если мы выплывем из ордовикских морей на сушу, то увидим, как там формируются первые наземные растения. Поверхность планеты сначала покрыли разнообразные мхи, а вслед за ними и псилофиты. По окончании периода все изменилось. Относительно мягкий, умеренный климат постепенно стал холоднее и суше, на Южном полюсе возник ледник. Холодная вода, возможно, накрыла Землю в результате интенсивного формирования Аппалачии в Северной Америке. Важную роль здесь могли сыграть начавшиеся ближе к силурийскому периоду многочисленные извержения вулканов, которые сопровождались сильными землетрясениями. Поднятые из недр породы высосали углекислый газ из атмосферы и подморозили планету. Эти процессы вызвали значительное понижение уровня моря. Существа, живущие на мелководье, в один прекрасный день обнаружили свою среду обитания, резко остывшей и сократившейся в размерах. Для многих это оказалось смертельным ударом. А те, которым удалось выжить, с трудом приспосабливались к неблагоприятным водам. Главная неприятность заключалась в загрязнении этой среды высокой концентрацией органических веществ. Со временем уровень моря снова стал расти. Но радоваться оказалось рано. Этот подъем снизил количество кислорода в воде, и тогда океану стало легче удерживать растворенные токсичные металлы. Это явилось вторым смертельным ударом для выживших обитателей морей. Ужасные деформации поразили крошечных, похожих на планктон существ, которые кишели в древних морях. Воздействие металлов превратило планктонные существа в настоящих чудовищ. Представьте себе 2, 3, 4 особей, сросшихся друг с другом, как сиамские близнецы. Химер, у которых отдельные части организма во много раз больше, чем у обычных особей. Не полностью разделенные яйца, склеенные цепочкой. Такую страшную картину тех времен нарисовали палеонтологи из Лильского университета во Франции. Окаменелости показали в 100 раз больше деформации на фоне в 10 раз повышившейся концентрации тяжелых металлов в океане. Уродства оказались наиболее выражены у хитинозоанов, крошечных яиц в форме бутылки. Они были плотно упакованы в прочный органический материал, который сохранился через миллионы лет. Интересно, что похожие мутации наблюдаются у морских и пресноводных организмов под воздействием высоких концентраций токсичных металлов и сегодня. Так, отклонения от нормы отмечены у современных диатомовых водорослей, которые заключены в такую себе хрупкую коробку из кремнезема. Створки этого панциря нередко оказываются полностью изуродованы, например, в виде зигзагообразных узоров и искривлений. Ученые еще не разобрались с причиной смертельного уменьшения кислорода в океанических водах ордовикского периода. Пока у них очень необычный главный подозреваемый – это сама природа и процессы эволюции Земли.
Увеличение содержания питательных веществ в почве, таких как азот, вызвало стремительное развитие растительного мира. Новые зеленые обитатели планеты начали усиленно потреблять кислород, вызвав его нехватку. Подобное наблюдается и в наше время. Мертвые зоны ученые отмечают в устье реки Миссисипи. Их появление связывают с попаданием в воду почвы, богатой азотными удобрениями, а также другими стоками из городов и ферм. Но вернемся в конец ордовикского, начала силурийского периода. В целом тогда погибло 85% всех видов живых существ. Это второе по масштабу массовое вымирание в истории Земли. Наибольший урон понесли кораллы, панцирные брахиоподы, угреподобные существа, называемые конодонтами, трилобиты. И с помощью ученых мы уже определили некоторые эволюционные процессы Земли как подозреваемых в этом массовом убийстве. Но есть еще силы, которые также могли нанести удар по молодой жизни планеты, причем из невероятно далеких мест. Предполагается, что причиной вымирания стал поток гамма-излучения от гиперновой. Она вспыхнула в ближнем по отношению к нам рукаве Млечного Пути. 10-секундный поток гамма-лучей уменьшил озоновый слой атмосферы нашей планеты примерно наполовину, подвергнув сильному ультрафиолетовому облучению всех существ, хотя эта версия пока мало подтверждена. Зато палеонтологи точно выяснили, что удар был мощным, и животный мир восстанавливался миллионы лет, а затем вновь вступил в период рассвета. Чем все закончилось? Новым вымиранием. И мы сейчас постараемся определить виновных в следующей волне многочисленных смертей. Следующее массовое вымирание, Девонское, произошло очень нескоро, 65 миллионов лет спустя. Оно тоже серьезно уменьшило разнообразие животного мира. В Девонском периоде палеозойской эры 375 миллионов лет назад, по разным оценкам, вымерло от 75 до 83% морских видов. Значительно сократилась и численность наземных организмов. Что за трагедия и с какими существами случилось в те времена? Сначала ничего не предвещало беду. Наоборот, Девон ученые называют временем расцвета подводного мира. Миллионы рыб бороздили океан, наполненный приятной теплой водой с температурой в среднем 26 градусов Цельсия. Каких только чудесных обитателей не было среди них. Прикрытые прочным панцирем доисторические членистоногие трилобиты, аммониты с невероятными закрученными раковинами, странные бесчелюстные и челюсторотые рыбы. Царили среди всех этих существ дунклеостеи, 10-метровые монстры весом до 4 тонн. Гиганты были покрыты крепкой, как броня, чешуей, которая делала их практически недоступными для атак других хищных обитателей вот той эпохи. Однако сами дунклеостеи легко щелкали на завтрак больших акул, поскольку их укус был невероятно мощным. На поверхности планеты все было иначе. В Девоне мы увидим уже 2 суперконтинента – Леврусию, объединявшую Лаврентию с Балтикой, а также гигантскую Гондвану. Эти континенты успешно колонизировали растения. Мягкий теплый климат служил идеальной средой для деревьев и гигантских папоротников. Лаврусию и Гондвану уже покрывали густые леса. В них зеленые обитатели боролись за доступ к солнцу и пресной воде. Чтобы стать мощнее, растения все глубже запускали корни в землю и привели этим к катастрофе. По мнению ученых, подобная деятельность стала причиной массового вымирания в конце Девонского периода. Как такое могло произойти? По одной из версий, корни деревьев измельчали камни, превращая их в почву, полную питательных веществ. Огромное количество этого грунта смывало в океан. Смесь пришлась по вкусу водорослям, которые получили огромное количество пищи и быстро разрастались. Их размножению способствовала и теплая вода. Появлению гигантского количества водорослей, в свою очередь, порадовались бактерии. Для них это стало великолепной питательной средой. Бактерии быстро размножались, пожирая водоросли, а на десерт предпочитали кислород. В результате мировой океан покрылся мертвыми зонами, где задыхались подводные обитатели.
Погибая, они разлагались и выделяли убийственный сероводород. Процесс ускорял тотальное вымирание различных существ в океанах. Мощный удар был нанесен по конодонтам и гониатитам, древним раковинным родственникам кальмаров с осьминогами. Многие членистоногие и большинство рыб тоже умерли от удушья. Даже монстру Дунклеостеи не помогли гигантские, как пилы, клыки и непробиваемая броня. Только моллюски и некоторые виды рыб забились в песок или ушли в невероятные глубины. У них были большие шансы переждать удар природы в этих укромных местах. Но за первой волной вымирания пришла вторая. Возможно, в качестве смертельной силы здесь выступили вулканы. В течение пары миллионов лет магматический регион Вилюйские траппы изверг более 380 миллионов кубических метров магмы на территории современной Сибири. Извержение выбросило парниковые газы и токсичный диоксид серы, которые вызвали смертельные кислотные дожди. Астероиды также могли внести свой вклад. Огромный Сильян в Швеции шириной 51,5 километра является одним из крупнейших сохранившихся ударных кратеров Земли. Он образовался как раз около 377 миллионов лет назад. Но, может, смертельный враг ударил издалека? Исследование под руководством астрофизика Брайана Филдса из Иллинойского университета показало, что Девонское вымирание вызвал взрыв сверхновой или даже сверхновых очень далеко от Земли. Что навело ученых на эту мысль? Резкое снижение концентрации озона, совпадающее с поздней фазой Девонского вымирания, не могло быть результатом вулканизма или глобального потепления. Однако это подходит под современное понятие радиационного воздействия от сверхновой или нескольких сверхновых примерно в 65 световых годах от Земли. Такие события вполне способны истощить озоновый слой до катастрофического предела. Предположение о том, что сверхновые могут вызвать массовые вымирания, было выдвинуто еще в 1950-х годах, но считалось, что оно опасно на расстоянии от 25 до 50 световых лет, а в такой близости от Земли сверхновые не наблюдались. Однако команда астрономов во главе с Филдсом предположила, что взрывы звезд даже с большей дальности могут оказаться пагубными для земной жизни. Это связано с возможной комбинацией скорых и долгоиграющих эффектов. Сверхновые — это быстрые источники экстремальных ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей. В течение более длительного времени взрыв сталкивается с окружающим газом, что приводит к ускорению частиц. Таким образом, сверхновые производят космические лучи высоких энергий. Эти заряженные частицы какое-то время удерживаются внутри остатка сверхновой магнитными силами погибшей звезды, а затем улетают в космос. Считается, что потоки подобных высокоскоростных частиц омывают Землю примерно каждые 100 тысяч лет. Самые сильные потопы из космоса могут разрушить озоновый слой и нанести ужасный урон смертельной радиации биосфере Земли. Примерно на такой сценарий указывает деформация спор древних растений, найденных в отложениях конца Девонского периода. Чтобы доказать свою версию, ученые ищут следы древних радиоактивных изотопов, которые могли попасть на Землю только в результате взрывов звезд. В контексте Девонского вымирания изотопы плутоний-244 и самарий-146 могут свидетельствовать в пользу гипотезы о сверхновой. Ни один из этих изотопов не встречается в нашей природе. Единственный способ, которым они способны попасть на Землю — космические взрывы. Таким образом, подозреваемыми в этом массовом вымирании мы определим бурную тектонику, усиленный вулканизм и даже растения, которые своей чрезмерной активностью навредили живым существам. В этот список также добавим космические силы, астероид и взрыв далекой сверхновой. Словом, подозреваемых хватает. И пока ученые с ними разбираются, пытаясь определить виновного, мы отправимся в эпоху следующего вымирания. Оно произошло 252 миллиона лет назад и стало наиболее губительным для всего живого в истории Земли. Правда, все случилось в конце периода, а до этого флора и фауна процветали на планете.
Пермский период или Пермь наступил 300 миллионов лет назад. Он был последним в палеозойской эре и продлился 47 миллионов лет до начала Мезозоя. В то время на Земле в результате слияния Лаврусии и Гондваны образовался единый суперконтинент Пангея. Его омывали воды мегаокеана Панталас. Слияние континентов привело к значительному изменению климата, растительности и животного мира планеты. В предыдущем каменно-угольном периоде на Земле было тепло и влажно. На суше образовалось множество озер, рек и особенно болот. По соседству с ними росли леса из гигантских споровых растений, папоротников, плаунов. Их стволы достигали диаметра 1,5 метров, а высота 10 метров. Сквозь дымку болотных испарений виднелись прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые, колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Наземные животные в этом призрачном мире еще были довольно немногочисленны. Но среди них уже появились настоящие великаны. Даже насекомые зачастую походили на монстров из фильмов ужасов. Так над водоемами летали огромные стрекозы Маганевритес грацилипес. Размах их крыльев достигал более 30 сантиметров. В болотах пировали не менее страшные трехметровые артоплевры, дальние родственницы наших многоножек. Гиганты каменноугольного мира возникли, скорее всего, из-за избытка кислорода в атмосфере. Его содержание в то время составляло 35%, почти на 14 больше, чем сейчас. С наступлением пермского периода количество кислорода в воздухе снизилось. Тогда огромные насекомые и другие обитатели планеты сильно уменьшились в размерах. Из-за формирования суперконтинента Пангея значительно изменился климат. В каменноугольном периоде он был примерно одинаковым по всей планете, а потом стал более холодным и зональным. Обледенела южная часть Пангеи на месте современных Индии, Австралии и Южной Америки. На полюсе тоже возникла огромная шапка снега. Внутри Пангеи образовались нескончаемые пустыни, в которых годами не выпадали дожди. Считается, что на Земле никогда не было больше пустынь, чем в те времена. И только возле океана по-прежнему сохранялись умеренное тепло и влага. В целом же климат больше походил на современный, чем в предыдущем или следующем периоде. Он разрушил старый растительный и животный мир. Папоротникам и хвощам нужна болотистая местность, в которой эффективно сходят споры. Когда болот стало меньше, сократилось число и разнообразие видов споровых. Их место заняли голосеменные растения, различные виды гинго, хвойных деревьев. Успешно заселяли континенты, похожие на пальмы-саговники, с толстыми стволами и кронами из больших жестких листьев. Животные тоже приспосабливались к окружающей среде, осваивая засушливые районы. И вскоре их расклад на суперконтиненте стал совсем иным. Прежде всего пришлось потесниться земноводным, ранее преобладающим на планете. Их влажная пористая кожа не переносила суш. Для земноводных остались пригодны лишь территории вокруг немногочисленных озер и болот. В таких условиях вымерли многие виды этих животных. Пресмыкающиеся и рептилии, наоборот, стремительно распространялись по земному шару. Они лучше других адаптировались к новой среде обитания. Сначала пресмыкающиеся были невелики по размеру и похожи на современных ящериц. Они питались в основном членистоногими и червями. Но вскоре появились крупные виды, охотившиеся на более мелких. Со временем многие из них обзавелись мощными челюстями и крепкими зубами, необходимыми для успешной охоты. Крупными животными были хищные текодонты. Рептилии внешне напоминали современных крокодилов на длинных ногах. Они, по сути, и являлись предками крокодилов, а также динозавров, птиц. Некоторые особи передвигались на двух конечностях, причем очень быстро. У добычи почти не было шансов от них ускользнуть. 4-метровые диметродоны весом до 200 килограммов тоже были одними из самых успешных хищников в Перми. Их зубы, в отличие от большинства пресмыкающихся, уже делились на резцы и зазубренные клыки. Они идеально подходили для разделки плоти.
Однако основное преимущество хищнику давал огромный парус на спине из толстой кожи с шипами на конце. Нарост быстро нагревался по утрам и давал этим хладнокровным животным возможность рано начинать охоту. Другой ужасный монстр пермского периода, трехметровая горгонопсия, была предшественницей млекопитающих. Ей не требовался утренний разогрев даже с помощью паруса. Горгонопсия была теплокровной, к тому же ее тело частично покрывало шерсть. Грозным оружием зверя являлись саблевидные клыки. Вдобавок на макушке у нее красовался шишковидный третий глаз. Этот своеобразный перископ помогал животному не пропустить рассвет, наиболее оптимальное время для активности. Казалось, ничто не помешает этим и остальным обитателям пермского периода успешно эволюционировать и дальше. Но вскоре на Земле разразилась настоящая катастрофа. Что же произошло? Чрезвычайные события вызвали активные тектонические изменения внутри планеты. Даже после слияния континентов встречное движение литосферных плит Лаврусии и Гондваны продолжилось. В результате этого процесса южная плита подныривала под северную, образуя на суше множество разломов. Особенно большие отверстия сформировались на территории нынешних Индии и Сибири. Газы и магма сквозь разломы начали выплескиваться наружу. Тех, кто встал на пути потока, ждала ужасная участь. После выбросов магмы в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Температура на планете выросла не менее чем на 2-3 градуса. От этого в океанических глубинах растаяли внутренние резервуары замороженного метана. Он также попал в атмосферу. Метан, один из самых мощных парниковых газов, поднял температуру еще на 5 градусов Цельсия. Водоемы на планете под воздействием тепла испарялись один за другим. Вслед за водой высохла зелень. Животные лишились среды обитания, пищи и пресной воды. Так проходило самое массовое вымирание в истории Земли – пермское. Но есть и другой сценарий великого вымирания, вновь с космическими пришельцами. Ученые записали в подозреваемый огромный астероид, который столкнулся с Землей. Катастрофа вызвала внезапный выброс метана со дна моря, изменение океанических течений, резкое повышение температуры и сухости климата. Впрочем, какая бы сила ни нанесла удар, ей удалось почти полностью истребить всех обитателей планеты. Погибло 90-95% морских видов и не менее 70% наземных. Однако небольшому количеству животных удалось выдержать губительные события конца Перми. Спаслись отдельные предки динозавров, такие как тикодонты и экозавры. Они вступили в мезозойскую эру и возвели на пьедестал эволюции знаменитых гигантских ящеров древности. А путь млекопитающих к вершинам славы только начинался. Остались живы некоторые предки млекопитающих, например, маленькие цинодонты. Они в основном переждали катаклизмы глубоко в норах, где было достаточно пищи. Мы во время путешествия вряд ли заметим этих маленьких существ, вечно прячущихся в глубоких подземельях от огромных хищников. Но главное, что наши очень далекие предки перешли в следующую эпоху. В триасовый период, первый в мезозойской эре, суша по-прежнему представляла собой единый суперконтинент Пангею, который омывали воды мегаокеана Панталас. Однако облик Пангеи со временем менялся. На ней появлялись и исчезали внутренние водоемы, образовывались горы. Так, например, завершилось формирование Уральского хребта. На планете стало теплее. Температура, вероятно, поднялась из-за большого количества углекислого газа. Он образовался в результате многочисленных извержений вулканов, вызванных движением тектонических плит. Расчеты показали, что тогда в атмосферу было выброшено 100 тысяч гигатонн СО2. Из-за глобального потепления в триасовый период снежные шапки на полюсах растаяли. Климат стал менее зональным, его различия на отдельных участках Пангеи сгладились. Только 3 месяца в году везде длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. Тогда водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента еще покрывали бесплодные пустыни. В подобных условиях жизнь в основном сосредоточилась на берегах водоемов и невдалеке от них.
Растения на планете сильно изменились. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны и хвойные деревья пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги виды. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них отсутствовала твердая древесина стебля. Это позволяло растениям быстрее восстановиться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали распространяться гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Животный мир при путешествии из пермского периода в триасовый мы тоже узнаем с трудом. Когда-то земноводные господствовали на планете, однако в триасе их число продолжало сокращаться. И только отдельные виды этих животных по-прежнему оставались достаточно многочисленными. На всем континенте в болотах, озерах и реках обитали лабиринтодонты. Они одновременно походили на лягушек и крокодилов. У животных были горизонтально расположенные бедра и плечи. Их длина варьировалась от полуметра до 5 метров. Лабиринтодонты охотились на своих сородичей, земноводных и мелкую рыбу. Сами же они защищались от врагов с помощью прочных панцирей из костных пластин, покрывающих все тело. Доминировали на планете, как и в пермском периоде, многочисленные пресмыкающиеся. В триасе они сильно изменились. Великое вымирание перешагнули самые продвинутые формы животных. Среди них оказались и уже знакомые нам цинодонты. Эти близкие к пресмыкающимся существа уже были скорее далекими предками млекопитающих. Небольшие животные умели рыть глубокие норы и прятаться там днем. Покрытым шерстью теплокровным цинодонтам не требовалось разогреваться по утрам. Они могли охотиться ночью, когда спят крупные хищники. Такие качества помогли цинодонтам мелким и практически невооруженным для отпора более сильным охотникам триаса расселиться по всей планете. А нишу суперхищников заняли крокодилы, вернее их предки, крокодиломорфы, которые достигали 8 метров в длину. Огромные зубы, свирепость и сила рептилий наводили ужас на обитателей триасового мира. Предки современных крокодилов имели чрезвычайно острые зубы, что позволило им прокусывать толстые панцири других рептилий. И, наконец, в середине триасового периода появились первые динозавры. Их кости палеонтологи находят по всему миру, чаще всего на территории современной Аргентины. Ящеры сначала не были гигантами и лишь со временем прибавили в размерах. Однако это было не в триасовом периоде. Он закончился очередным массовым вымиранием. Среди морских видов особенно пострадали двухстворчатые моллюски – конодонты, известковые губки и каменистые кораллы. На суше удар сильнее всего был нанесен по земноводным и рептилиям. Исчезли с лица земли конодонты, плакодонты, парарептилии, круротарзы. Какие небесные силы попали в подозрение в геноциде на этот раз? В принципе, все то же, что и прежде. Возможно, здесь опять постарались вулканы, которые все время всплывают в качестве подозреваемых в массовом уничтожении живых существ. А мы знаем, что не бывает дыма без огня. К их интенсивным извержениям, по мнению ученых, привел начавшийся раскол суперконтинента Пангея. Многочисленные вулканы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа. Это создало парниковый эффект и резкую смену климата, а за подобными изменениями обычно следует крах экосистемы. Однако, возможно, вымирание вызвал очередной удар огромного астероида. Правда, кратер от падения этого небесного тела не найден, хотя за миллионы лет его вполне мог поглотить океан. Словом, подозреваемые определены, и ученые пытаются найти среди них истинного виновного. Он уничтожил 23% всех семейств и 48% родов морских и наземных животных, но привел к освобождению множества экологических ниш. Их смогли занять динозавры и птерозавры, которые перешагнули вымирание, в дальнейшем укрепив свои позиции на эволюционной арене Земли. Они вступили в следующие периоды мезозойской эры – юрский, а затем меловой.
Именно тогда мы увидим на планете густые джунгли, бескрайние зеленые саванны. Эти места служили комфортным домом для множества существ. Животные успешно эволюционировали тысячи, миллионы лет. Казалось, наземные и морские обитатели середины и конца мезозоя прочно, если не навсегда, укрепились на планете. Но в один ужасный день леса охватили пожары невероятной силы. В океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а Земля затряслась, как в лихорадке. Множество животных сразу же погибли. Что это за катастрофа? Разве в реальности все происходит так быстро? Или мы видим кадры нового голливудского триллера? По мнению многих ученых, события действительно происходили именно так. И это было только начало кошмара. Катастрофа еще долго набирала обороты. Она уничтожила 3/4 жизни на Земле. Тогда погибли практически все существа весом более 25 килограммов. Среди них были тысячи видов динозавров. Гиганты длиной более 50 метров, травоядные хищники, с длинными, как пожарные лестницы, шеями, когтями, как у Фредди Крюгера, бронированными туловищами, парусами на спине, как спинозавры. Какая сила на границе мезозоя и кайнозоя в конце мелового периода привела к вымиранию этих существ и на несколько лет превратила планету в ядовитую грибную поляну? Чтобы лучше во всем разобраться, представим те запредельно далекие времена. Тогда распад суперконтинента Пангея в основном завершился. Планета приобрела примерно такой же вид, как сейчас. И везде кипела жизнь. В небе летали первые небольшие птицы, которые казались незаметными среди гигантских птеродактилей. В морях плавали костистые и челюстные рыбы, за которыми охотились огромные мозазавры и плезиозавры. На суше в норах прятались первые мелкие млекопитающие, размером не больше мышей. Земноводные и множество пресмыкающихся искали себе пропитание на земле и в водоемах. Однако господствовали в том мире динозавры. Они уже более 160 миллионов лет обитали на планете и в меловом периоде достигли небывалого расцвета. Но все изменил 10-километровый астероид, который рухнул в Мексиканский залив. Множество животных сразу после удара уничтожили невероятно мощная взрывная волна и пожары, охватившие 70% лесов. В Нью-Джерси найдено захоронение 25 тысяч фрагментов окаменелостей различных животных. Ученые считают, что они умерли в один день в конце мелового периода. Скорее всего, это случилось сразу после падения астероида. Его удар поднял в океане цунами высотой 100 метров. Вода затопила равнины почти всей территории будущих США. Следы волн нашли даже в Северной Дакоте. Еще по всей планете прокатились ужасные землетрясения силой до 12 баллов. Примерно 25 триллионов метрических тонн осколков, камней, сажи, пепла и угарных газов выбросило в атмосферу. Трение их частичек о воздух вызвало колоссальный нагрев. Огромное раскаленное облако понеслось вокруг земного шара, выжигая все на своем пути. В течение нескольких дней ужасный смерч уничтожил множество животных на каждом из материков. Тем временем температура на планете начала опускаться, а с неба полились кислотные дожди. Астероид попал в область карбонатных пород, богатых углеводородами и серой. Множество этих веществ испарились, и аэрозоли серы попали в стратосферу, а затем вернулись на Землю в виде осадков. Ядовитая серная кислота неделями лилась на поверхность планеты, отравив почву и водоемы. Осадки привели к окислению океанов, отчего в них погиб фитопланктон. Многие обитатели водоемов остались без привычной пищи. Вымерли белемниты, аммоноидеи и гигантские предшественники современных гребешков и иноцерамы. Исчезло примерно 60% кораллов. Значительно снизилась численность головоногих, иглокожих и двухстворчатых моллюсков. Прервавшаяся пищевая цепочка привела к гибели многих скатов, акул, челюстных рыб. Огромные мозазавры и плезиозавры напрасно плавали в поисках добычи. Океаны опустели, гигантам стало нечем питаться, потому они постепенно вымерли. Еще ужаснее было на суше. Представляете вечный холод и темноту, лишь изредка освещаемую вспышками пожаров.
После удара астероида и извержений вулканов пыль, пепел, сажа плотным покрывалом окутали планету, заблокировав 50% солнечного света. На несколько лет наступила ударная зима. Без света растения, которые зависят от фотосинтеза, быстро погибли. Засохли деревья в некогда густых лесах. Превратились в пыль папоротники в саваннах. Пришло время триумфа грибов и плесени. Они питались продуктами гниения и легко находили, чем поживиться после катастрофы. После гибели лесов и саванн первыми без пищи остались растительноядные животные. Особенно тяжело приходилось огромным динозаврам. Без свежих веток и листьев гиганты быстро теряли силы и становились легкой добычей хищников. За счет них хищники продержались немного дольше. Они убивали ослабевших растительноядных гигантов, на которых раньше боялись нападать. Но постепенно добычи становилось все меньше, и смертельный голод настиг хищников. В целом ни у кого из нептичьих динозавров не оказалось надежной защиты от голода, пожаров, леденящего холода, потоков раскаленной лавы после извержений вулканов. Ни страшные рога трицераптопсов, ни уникальный костяной панцирь анкилозавров, ни кошмарные когти терезинозавров не спасли их от вымирания. Однако астероиду не удалось полностью опустошить Землю. Самые продвинутые животные остались живы. Палеонтологи считают, что около 25% существ перенесли кратковременные и долговременные последствия падения астероида. Кто на нашей планете в меловой период оказался мегаустойчивым к ударам стихии и почему? Если брать водных обитателей, то из головоногих моллюсков выжили наутилоидеи, а также предшественники осьминогов, кальмаров и каракатиц. Многие костистые рыбы тоже прошли испытания, хотя стали менее разнообразными. Еще мало пострадали крокодилы. Они не гнушаются падалью, а ее тогда на планете хватало. Хорошо пережили катастрофу ящерицы и змеи. Исчезли лишь некоторые крупные виды, однако остались все мелкие представители этих пресмыкающихся. Им было легче спрятаться, чтобы не погибнуть от огня, низких и высоких температур. В небе начали летать птицы, им помогла пережить катастрофу способность нырять, плавать, находить убежище в воде и болотах, гнездиться в дуплах деревьев или гнездах термитов. От смертельного холода птиц защищали перья. Но настоящий триумф после вымирания ждал животных, которые миллионы лет находились в тени динозавров – млекопитающие. Мелкие и незаметные среди древних гигантов животные. Их численность мало сократилась на всех континентах. Некоторые пережили катастрофу в глубоких норах, другие – внутри деревьев. Млекопитающие умели отлично приспосабливаться к экстремальным условиям, быстро размножаться и потреблять относительно мало пищи. Они хорошо переносили все катаклизмы после падения астероидов. Но впереди их ждало множество испытаний. Новые удары стихии, жестокая борьба за свое место под Солнцем, взлеты одних существ и угасание других. Однако, если мы составим рейтинг самых стойких к катастрофам животных, то победят не млекопитающие. 4 видам существ удалось пережить все 5 массовых вымираний фауны на планете. Они маленькие и незаметные, но иначе как непобедимыми киборгами их не назовешь. Целоканты. Целоканты относятся к древнему роду лопастеперых рыб, которые возникли более 400 миллионов лет назад. Их представителями сейчас являются разные виды латимерий. Многие целиканты живут в глубоководной среде, которая меньше подвержена рискам во время массовых вымираний. Особенности тела также позволили им адаптироваться к изменяющимся условиям в разные периоды эволюции Земли. Целиканты имеют уникальную физиологическую структуру, включая плавательный пузырь и хорошо развитую систему зрения для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в течение сотен миллионов лет. Акулы, которые существуют на нашей планете уже более 400 миллионов лет, показали себя еще более крутыми. Они выработали целую стратегию, позволяющую им выжить во время массовых вымираний. Прежде всего, акулы едят все подряд, так что отсутствие какого-то вида пищи им не страшно.
Очень важно, что у этих рыб есть различные репродуктивные стратегии, включая откладывание яиц и живорождение. Еще акулы оснащены хрящевым скелетом, который более легкий и гибкий, чем костный. Это позволяет рыбам снизить затраты энергии на поддержание плавучести и стать редкими долгожителями на Земле. Мечехвосты. А небольших морских обитателей мечехвостов даже называют живыми окаменелостями. Они имеют тело, которое остается относительно неизменным на протяжении более 450 миллионов лет. Их жесткий экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и экологических стрессов. Простая эффективная анатомия позволяет адаптироваться к различным условиям окружающей среды и ее изменениям. Например, мечехвосты могут жить в мелководье у берега и на дне глубоких океанов. Они способны выдержать разный диапазон температур океанических вод. Древние существа создают огромное количество потомства, что увеличивает их шансы на выживание при изменениях окружающей среды. Мечехвосты также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой. Наутилусы. Еще дольше и за счет других качеств продержались на Земле наутилусы. Эти головоногие моллюски существуют примерно 500 миллионов лет, и за это невероятно долгое время отлично приспособились к глубоководной среде. Там условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами. Способность жить в такой среде, возможно, помогла наутилусам избежать наиболее суровых последствий массовых вымираний. Моллюски питаются мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их всеядность, возможно, способствовала их выживанию в голодные времена. Но помогут ли все эти чудесные качества нашим рекордсменам пройти еще одно массовое вымирание? А оно, по мнению некоторых ученых, уже началось. Исследователи из Гавайского университета во главе с биологом Робертом Коуи установили, что с 1500 года на 7,5-13% уменьшилось количество различных видов живых существ. В среднем цифры являются достаточно высокими и в отдельные периоды даже увеличиваются. А некоторые эксперты приводят еще более ужасные данные о темпах вымирания, и позже мы об этом поговорим. На основании таких показателей ученые делают вывод, что на Земле началось шестое массовое вымирание. Хотя некоторые исследователи считают, что паниковать рано, масштаб события настораживает. Исчезновение одного-двух видов действительно может остаться незамеченным. Однако, когда речь идет о значительно большем количестве вымираний, стоит задуматься. Ученые ищут способы помешать полному исчезновению наиболее уязвимых животных, птиц и млекопитающих. Хотя шансы на успех очень низкие. Исследователи продолжают собирать подробную информацию об этих видах, в основном для того, чтобы сохранить ее для потомков. И, конечно, ищут причины негативного процесса. Его однозначно ускоряет деятельность человека. Виды сейчас вымирают в 100 000 раз быстрее, чем, вероятно, было бы без антропогенного влияния. При таких темпах, по оценкам ученых, к 2100 году может прекратить свое существование 50% всех видов животных на поверхности Земли и в океане. А это уже сопоставимо с триасовым вымиранием. Но как мы с вами стираем с лица планеты столько живых существ? Изменение климата, связанное с глобальным потеплением, отчасти дело рук человека. Огромное количество парниковых газов, удерживающих тепло, попадает в атмосферу в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Зачастую это приводит к изменению ареалов обитания диких животных, сокращению пищевых ресурсов и другим негативным последствиям для фауны. В настоящее время океан нагревается в 10-100 раз быстрее, чем во время самого смертоносного пермского вымирания. Такие изменения намного опережают способность видов к адаптации. Маврикийский дронт или птица додо представляет собой первый в истории известный случай вымирания из-за человека. Эта нелетающая птица ростом до 1 метра и весом до 20 килограммов обитала на острове Маврикий в Индийском океане. Последние исследования говорят, что она была быстрой и сильной, а не медлительной и неуклюжей, как считалось ранее. В
Впервые додо увидели голландские моряки в 1598 году, а уже в 1662 людям пришлось с ними попрощаться. Все произошло из-за того, что мореплаватели привезли на Маврикии хищных животных из чужих экосистем и вырубили леса, в которых обитали огромные птицы. Также исчезновение додо связывают с тем, что они были слишком доверчивыми и приближались к людям, которые их убивали. Почему эти пернатые так странно себя вели? Просто у маврикийских дронтов не было естественных хищников, потому они, вероятно, не боялись незнакомцев. По этой же причине птицы потеряли способность летать. Видимо, им не нужно было ни от кого спасаться. Позже подобная участь постигла стадо стеллеровых коров. Эти странные животные паслись в водах вокруг Командорских островов. Огромные малоподвижные морские коровы достигали 8 метров в длину и веса около 4, а иногда 10 тонн. Уникальные млекопитающие рекордно быстро пострадали от человека. В XVIII веке за 27 лет их полностью истребили браконьеры, а в 2011 году исчезли западноафриканские черные носороги, и тоже из-за незаконной охоты людей. Мы с вами уничтожаем животных не только физически. Даже такие, казалось бы, безобидные действия, как переселение в новые регионы чужеродной флоры и фауны, нередко приводят к катастрофе. У новичков нет естественных врагов, потому что они быстро захватывают территории, источники питания, а местные виды не выдерживают с ними конкуренции, потому погибают. Такая история произошла с американской норкой, которую перевезли в Европу. Она распространилась по континенту и вытеснила европейскую норку. Последняя осталась только в заповедниках, например, на острове Кунашир в Курильской гряде. Символ кинжала, размещенный рядом с названием вида, обычно указывает на его статус как вымершего. Официально их зарегистрировано 777. Однако, по некоторым данным, только за последние 500 лет с лица Земли исчезло от 150 тысяч до 260 тысяч видов. Кинжалов хватит на целую армию. Виновны в безжалостной расправе над флорой и фауной планеты, как уже сказано, в основном мы, люди. А значит, только в наших силах все остановить. Но возможно ли на практике предотвратить шестое массовое вымирание? Исследователи считают, что надежда на спасение большей части всего живого на планете еще сохраняется. Однако действовать необходимо уже сейчас, иначе окно возможностей захлопнется. Методы, как это сделать, предлагаются разные. Международная группа исследователей выступает за то, чтобы оставить в диком виде всего 1,2% земель. Тогда, по расчетам ученых, удастся спасти до 75% видов растений и животных. Необходимо также сократить выброс парниковых газов в атмосферу, жестче бороться с браконьерством и принять многие другие меры. Наверное, стоит попробовать все методы. Главное добиться результата, иначе наши потомки при путешествиях в прошлое окажутся на скучной, неплодородной, пустой земле.